Биткоин. Что вам нужно знать? Анализ текущих событий сегодняшнего дня. В связи с банковским кризисом в США много споров вокруг того, насколько надежно хранить свои деньги в банке. Международные пользователи со всего мира из таких стран, как Великобритания, потеряли деньги, когда банк Кремниевой долины, SVB, рухнул. 1. Этот крах сделал этот банк крупнейшим банкротом в США после финансового кризиса 2008 года. Еще больше усугубляя проблему, топ-менеджеры продали акции на общую сумму в миллионы долларов с конца февраля до самого краха. 1. Пока пользователи и общественность накапливают убытки, топ-менеджеры продают, чтобы получить прибыль. Затем, вскоре после этих успехов, федеральное правительство США приходит, чтобы смягчить ситуацию, обещая выручить клиентов SVB, но только до определенной степени. Некоторые могут сказать, пока выигрывает банк, клиенты несут все убытки. 2. Эта структура кажется немного сломанной. Похоже, налогоплательщикам США придется перевернуть счет за крах банка, создание структуры, в которой мы все проигрываем, когда рушится один банк. Не волнуйтесь, а персонал, обслуживающий банк, может потерять работу вдобавок к этому. Высшие руководители получают огромные выплаты, продавая свои акции, что приводит к любому краху. Это означает, что вместо того, чтобы платить своим многочисленным клиентам, они получают прибыль, которая только выглядит, по крайней мере, немного неэтичной. Что такое биткоин? Биткоин – это децентрализованная цифровая валюта, которая работает без центрального банка или единого администратора. Его цена нестабильна и может значительно колебаться в течение короткого периода времени, но некоторые люди считают, что это дразнящая причина, чтобы прыгнуть. Вы можете купить дешево сегодня, только чтобы получить максимальную прибыль завтра. Прибыль, которая исторически создала многих мультимиллионеров в самые короткие сроки. Например, страна-лидера Сальвадора купила биткоин за последние несколько лет около своего максимума на уровне 58 630 долларов. 3. Несмотря на их огромные потери в 2022 и 2021 годах, с большим энтузиазмом Сальвадор будет покупать 1 биткоин каждый день, по словам президента страны Наиба Букеле. 4. Это звучит как бычье поведение, которое не просто растет, но также постоянно поддерживается многими, кто твердо верит в ценность и распространение этой финансовой системы биткоин. Биткоин имеет значительные риски, особенно для новых инвесторов, но люди, инвестирующие в известный фондовый рынок, имеют аналогичные риски. До тех пор, пока вы не поймете систему и не проведете исследование, добиться успеха может быть непросто. Если, конечно, вы не покупаете на дне, где риски компенсируются возможностью получения прибыли. Просто не забудьте инвестировать в надежные криптоактивы. С образованием ваши риски будут максимально снижены, а ваши выгоды могут быть как бесчисленными, так и обширными при правильной стратегии и временных рамках. Нет никакой гарантии, что его стоимость со временем возрастет. Другие причины, по которым банки нас подводят. Хорошо известно, что банки предлагают более низкую отдачу от инвестиций, чем другие виды инвестиций. Например, компакт-диск обычно приносит гораздо меньшую прибыль, чем фондовый рынок или недвижимость, а также борется с распространенными сегодня рисками инфляции.
Со временем инфляция может снизить стоимость ваших инвестиций. Банки обычно предлагают низкие процентные ставки, которые могут не соответствовать инфляции, поэтому ваши деньги могут со временем обесцениться. Банки также взимают чрезмерную комиссию. Индивидуальные консультации, предоставляемые банком, часто предоставляются только за отдельную плату и за исключением случаев, когда финансовые консультанты являются доверенными лицами, они могут не иметь ваших интересов в глубине души. Тем не менее, фидуциары должны помнить только о ваших интересах. Они ни в коем случае не обязаны давать вам максимально возможную прибыль. Вместо этого они по-прежнему могут быть компетентными, получать деньги и предлагать вам только минимальную прибыль. Историческая справка о биткоинах. Биткоин был создан в 2009 году, где он не имел никакой ценности и не торговался ни на каких биржах. В 2010 состоялась первая биткоин-транзакция по покупке 2 пиц по очень низкой цене в $0,003. В 2011 цена биткоина выросла с $0,3 до $31 к июню, а затем упала до $2 в ноябре. 2012 цена биткоина была стабильной, минимум $4 и максимум $13. В 2013 цена биткоина выросла до $260 в апреле, затем упала до $45, а затем снова выросла до $1242. 2014 биткоин упал до $300 к концу года. 2015 биткоин был стабилен в районе $200 и $300. 2016 биткоин поднялся до $1000. 2017 биткоин вырос с 1000 до почти $20 000. 2018 цена биткоина упала примерно до $3000 из-за неуклонного снижения. 2019 биткоин был стабильным, около $3000 и $14 000. 2020 биткоин вырос до нового исторического максимума в $29 374. 2021 биткоин вырос до нового исторического максимума в $64 863. В 2022 году биткоин упал до $15 787,53, что на 77% меньше, чем годом ранее, когда оно составляло $67 802,3. На колебания могут повлиять нормативные изменения, новостные события, социальные сети и настроение на рынке. В то время как цена биткоина чрезвычайно изменчива, сегодняшнее увеличение стоимости крипто происходит после краха SVB, и многие инвесторы настроены оптимистично и рады видеть, куда нас приведет остальная часть года. Последние мысли. Если вы просто не уверены в инвестировании в настоящее время, возможно, вы сможете развлечься, просматривая приложение Bitcoin Billionaire Game в Google Play. Для меня это выглядит как низкозатратный маркетинг инновационной финансовой системы инвестирования в криптовалюту. Со всем этим маркетингом я лично не понимаю, как эта система может дать сбой. Особенно, если со временем система станет более надежной и удобной для пользователя. Нет никакой гарантии, что его стоимость со временем возрастет. Нет никакой гарантии, что ваши образовательные исследования не оставят вас в тупике. Но чтобы убедиться, что вы на правильном пути, не забудьте принять меры и просто сделать все возможное, чтобы сосредоточиться на самых надежных и технических экспертов,
которые уже добились успеха в области, которую вы хотите попробовать. Я рекомендую узнать больше о технологии, о том, как безопасно перемещаться по биржам и кошелькам. Трудно определить точное количество людей, которые инвестируют в биткоин сегодня, но ясно, что это число растет по мере того, как популярность и осведомленность о биткоине продолжают расти. 5. Обязательно проконсультируйтесь с финансовыми экспертами, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Если вы хотите получить больше технических знаний о криптоиндустрии и биткоинах, пожалуйста, подпишитесь и смотрите плейлист альбомов на вашем языке в моем профиле. Мы обсуждаем бизнес, финансы, производительность, включая недвижимость и криптовалюту. Я буду продолжать публиковать контент на самые разные темы, наиболее важные для нашей повседневной жизни. Добро пожаловать на канал Level Up with Liser Mehai на YouTube, где я стремлюсь поднять каждый аспект вашей жизни и жизни других путем обмена информацией по всему миру. Здесь мы стремимся предоставить первоклассную информацию о бизнесе, финансах, здоровье, отношениях, любви и множестве других жизненно важных тем. Наш контент – это не только информация, это о расширении прав и возможностей. Мы верим, что, делясь знаниями, мы все можем достичь новых высот успеха и самореализации. Что отличает нас, так это наш глобальный охват. Мы общаемся на 13 разных языках, чтобы гарантировать, что наши сообщения находят отклик у разнообразной аудитории. Найдите альбом плейлиста для вашего языка. Ваша поддержка имеет значение. Каждый лайк, комментарий, публикация и подписка подпитывают нашу миссию по обогащению жизни силой общей мудрости. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии по самосовершенствованию и коллективному росту, так как вместе мы способствуем улучшению окружающих нас людей. Спасибо за просмотр. Надеюсь скоро снова поговорить с вами.